Мега Бонг. Представьте игру, которая не имеет миллионов в бюджете, не рекламируется на различных площадках, но вдруг оказывается в топе продаж Steam. Ну да, если вы хотя бы немного знаете про игры, то скорее всего первое, что пришло вам в голову, это Among Us, либо это какой-нибудь Vampire Survival, который, кстати, и является полностью идейным вдохновителем. Мегабонг — это сенсация, которая буквально взорвала игровую индустрию в конце сентября. Сегодня мы разберемся, как эта странная и смешная игра смогла обогнать десятки проектов от крупных студий и стать настоящим вирусом не только в плане продаж, но и в плане просматриваемости, потому что данную игру смотрят далеко не все, кто в нее планирует играть, и это очень хорошая характеристика для успешной игры. For proxy again, get all your chests. Oh, Jesus. Первые следы появления данной игры в Steam можно увидеть довольно рано, это конец 2024 года. И здесь было какое-то небольшое количество фолловеров, которые каким-то образом нашли данную игру, либо это друзья друзей и вся вот эта история. Но первый рост фолловеров начался в марте 2025 года, когда автор игры начал публиковать шортс в своем YouTube-канале. И помимо этого начал продвигать Discord и открывать уже первое бета-тестирование и закрытое тестирование, будет назвать это логичнее. Но в целом до релиза не такое большое количество фолловеров было у данного проекта, и можно смело сказать, что количество фолловеров это примерно в 5 раз меньше, чем то, сколько было у данной игры реально виш-листов. Ну, просто потому что фолловеры это не совсем виш-листы. И как сам заявлял автор, количество виш-листов у него было чуть больше 20 тысяч к дню релиза. My game launches in the middle of other massive games. Basically, I have to delay my game. Is what I would say if I was a little bit. I don't care. Boom. Да, действительно, не самое приятное окно релиза выпало для игры Мегабонг. Но здесь на самом деле есть большое количество преимуществ. Давайте рассмотрим это подробнее. Сам автор говорит о том, что он все равно в жопе, просто потому что на его дату релиза релизится Dying Light, и до этого совсем недавно релизится Borderlands. И очевидно, игроки, которые пойдут играть в эти игры, которых сильно ждали, ну, они останутся в них, и это для них значимое событие. И изначально дата релиза игры была 4 сентября. 4 сентября это релиз Silksong, и автор просто не мог ожидать, что Silksong будет в эту дату. Он запланировал эту дату гораздо раньше, чем анонсировали Silksong в эти даты. Какой нахуй Silksong? Silksong. Какой Silksong? Сам пой песню, блядь. Да, несомненно, большие игры, которые ждет большое количество людей, как-то заэффектят твою игру, которую ты выпускаешь. Но в то же время данный эффект здесь не является настолько категоричным. Почему? Потому что Borderlands 4, как и Dying Light новый, они являются играми премиум сегмента, и стоимость данных игр большая. Вам нужно заплатить чек в $70 в зависимости от региона, чуть больше, где-то чуть меньше. И в другое же время вам необходимо иметь крутой компьютер для того, чтобы играть в эти игры, потому что это уже современные игры, и чем дальше мы идем, тем хуже оптимизация, тем лучше вам нужен компьютер, и все равно вам это не поможет. И получается так, что люди, которые бы хотели поиграть в Мегабонг, они в любом случае пойдут в него играть. И доля, тот самый процент, который действительно ждет Borderlands и Dying Light, не такой большой из тех, кто в них потенциально хотел бы и пошел бы играть в Мегабонг. Что мы в принципе и видим в некоторой статистике. Игроки, которые пошли играть в Мегабонг, любят такие игры, как топ-даун шутеры и другие различные survival-like игры. И это в принципе видно в player-base оверлапе, ну то есть пересечении игровой аудитории. И в то же время есть еще другая статистика, которая довольно размазанная, не совсем правдивая. Это то, какие игры люди играли еще, то есть буквально те игры, которые есть в библиотеке у пользователей, которые играли в Мегабонг. И очевидно, чем популярнее игра, тем в принципе больше процент пересечения будет здесь. Но до сих пор здесь нету ни второй Borderlands, ни третьего, и очевидно нет Dying Light'а. А вот Silksong как раз таки очень сильно помог автору с точки зрения продаж, потому что банально привел игроков на рынок в тот момент, когда это было нужно. И сдвиг релиза с 4 сентября на 18 сыграл потрясающе. Можно увидеть, что у Silksong в принципе онлайн был колоссально высокий в первые 3-4 дня релиза, что в принципе очевидно. И потом происходят первые отвалы онлайна. Из-за чего? Из-за того, что наступает новая рабочая неделя, всегда в понедельник падает онлайн у всех игр. И в то же время многие игроки, скорее всего, чего-то не получили в игре, что они ждали. Ну и в целом игра довольно тяжелая, поэтому порог сложности и порог входимости в нее не такой банальный, как много игроков бы не хотело в нее поиграть. И как раз к релизу уже Мегабонга можно увидеть, что образовалось такое небольшое плато здесь у Silksong,
И на самом деле даже те 300 тысяч онлайна, которые там вымышленно потеряли, это гораздо больше в единицах пользователей, да, потому что единовременный онлайн это далеко не уникальные пользователи внутри дня. И по этой причине Silksong привел ту аудиторию, которая хочет поиграть в простую игру с точки зрения ее требований к компьютеру и в то же время попадает в ценовой сегмент, который готовы тратить эти игроки. И это как бы колоссальное влияние оказало, потому что наверняка игроки, которые приходили за этим, находились в поиске того, во что бы им еще поиграть. Заходя в игру, ты недолго думаешь, жмешь кнопку play, выбираешь первого предложенного тебе персонажа и начинаешь играть. Но только еще мир нужно выбрать. Попадая в игру, тебе все интуитивно понятно. Ты можешь прыгать, ты можешь бегать, у тебя автоматическая стрельба. Если вы играли когда-то в Risk of Rain 2, вы понимаете, что в принципе у игры есть много чего похожего. И вы просто бегаете по локации, убиваете монстров. И все, что вам нужно делать, это просто выбирать себе маршрут и пытаться избегать столкновений с монстрами. Все как нельзя просто. И как только вы набираете уровень, вам дают выбор из 3. Выбор из 3 это довольно хайповая сейчас механика во всех играх, и в принципе люди любят роглайки именно за то, что у них есть вариативность того, что они делают, что они выбирают, и чувствовать себя сильнее это именно то, что очень нравится игрокам. Ну и помимо того, чтобы чувствовать себя сильнее, игрокам очень сильно нравится, ну как бы... И вот уже тебе все понятно, тебе нужно просто, чтобы тебе повезло, тебе хочется найти то, что станет сильнее. Ты открываешь сундуки, ты надеешься на то, что у тебя придет легендарка, и тебе она падает. Ты не понял, как она работает, но все равно хочешь попробовать еще. Тебе хочется попробовать другого персонажа, потому что вдруг он сильнее. Не получается на другом, потому что он слабый, другой должен быть сильнее, не я виноват. Все время что-то открывается, какие-то предметы, которые хочется попробовать. Ты выполняешь квесты, которые у тебя бесконечно выполняются за счет того, что ты просто бегаешь и даже не пытаешься следовать каким-то условиям. Но самое соблазнительное, ты понимаешь, что можно поставить рекорд. И не только среди друзей, но и среди всего мира. Ну или не можешь, потому что там одни читеры. Или все-таки можешь. А теперь серьезно, в игре действительно крутая система прогрессии. Не только внутри сессии, но и внутри меты, где вам открываются новые предметы. И ваша игра действительно может выглядеть поначалу вот так, а потом превратиться примерно вот в такое. И достичь такого довольно масштабная и крутая цель, которую получили многие игроки на просмотрах стримов известных личностей. Таким образом, Мегабонг собрал в себе очень разных любителей игр. Те, кто любит попроще, те, кто любит развлекаться, кому нравится просто получать удовольствие и какие-то ачивки в игре. Кому-то нравится пробовать самые нестандартные билды и радоваться тому, что они нашли что-то очень странное и что вообще не работает. И до самых ебанутых задротов, кому просто хочется быть лучше всех и учить всех, как нужно играть в игру. Уважаемо. Может, это Gitgood момент? Как говорилось ранее, в игре колоссально серьезная прогрессия внутри сессии. Да, во всех роглайках и в играх, где тебе нужно выбирать что-то из 3, чаще всего тоже присутствует прогрессия внутри сессии, которая от начала до конца делает из тебя чувачка, который бьет по одному урону, который в конце носит миллионы. Но здесь это ощущается серьезнее. И из-за этого складывается ощущение, что ты начинаешь новый забег, и ты прекрасно понимаешь, что ты хочешь найти, что нужно сделать, но удача не всегда поворачивается в твою сторону. И из-за этого ты начинаешь заново и заново и заново, и ты понимаешь, что найдя всего лишь один необходимый предмет, который тебя делает сильным на старте и позволит тебе скеллиться в более позднюю игру, у тебя сложится весь забег. И тут и получается эффект Мегабонка того, что тратя на первый забег примерно 7 минут, иногда 4, иногда 3, ты делаешь их раз за разом в надежде найти что-то хорошее, и ты понимаешь, что после этого сложится все хорошо. И обычно в таких играх ты находишь, у тебя все хорошо, и ты тратишь еще, допустим, минут 15-10 на то, чтобы завершить игру победой и быть довольным. Но в Мегабонке, как только ты все это сетапишь, на самом деле впереди тебя ждет еще часа полтора игры, а то и больше, в зависимости от того, какой патч в игре, если вы смотрите это не в момент выхода видоса.
ну и вообще, какие билды работают. И это как раз рождает те самые бессонные ночи, когда ты траешь по 3 минуты кучу раз точно последний, сейчас получится, а когда получается, ты выпадаешь в ловушку на 1,5 часа. И это мегабонг эффект. Такого в других играх я не встречал, чтобы это было настолько жестоко в личному времени игрока. Я бы был вам признателен, если бы вы поделились играми, которые вас настолько же сильно удерживали внутри сессии основной. И я не говорю здесь про игры, которые типа Раста, где вам необходимо караулить свою базу 24/7, потому что есть высокий риск того, что это произойдет. Или какие-нибудь ММО другие РПГшки, да. Я скорее говорю здесь об играх, которые находятся в предельно нашем жанре. Что мы с вами имеем в итоге? Мегабонг — игра, которая смогла привлечь игроков из совершенно разных жанров, из самых казуальных игр до самых хардкорных, потому что данная игра закрывает потребности многих из них, и как только любая игра становится виральной среди какого-то большого комьюнити, автоматически подключаются люди, которые даже не были заинтересованы с точки зрения того, чтобы получить хайп от этой игры, как в принципе и мое видео отчасти тоже. И что это даст в будущем? Скорее всего, мы можем лицезреть некоторое возрождение опять эпохи Vampire Survival и различных похожих игр на данную игру. Но я не уверен в том, что много кто будет в это коммититься, просто потому что люди прекрасно понимают, что такой успех — это не гарантированная история, скорее всего, даже если вы сделаете проект лучше по качеству, не значит, что вы сможете заработать денег или в то, что вообще в вашу игру придут поиграть люди, если вы не рассчитываете на выручку. Но ожидать все равно появления каких-то клонов, возможно, более качественных по графике, в другом сеттинге, все равно стоит. Я очень надеюсь, что в данной игре продолжится какое-то развитие, что здесь появятся более детальные лидерборды, что обновления будут масштабными, глобальными, будут расшатывать мету, и в нее можно будет заходить раз в 2-3 месяца хотя бы для того, чтобы поиграть дня 3-4 и получить кардинальное удовольствие. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое, что посмотрели. Делитесь в комментариях своими рекордами, билдами, тем, что вы собрали, считаете сейчас самым сильным. Ну а я вот на 899 месте. Я считаю, что это, в принципе, неплохо. Увидимся. Пока-пока.